Всем привет, с вами Quintoplay. И знаете, сегодня мы отойдем от серверов TBC и заглянем на тестовые сервера сезона мастерства. Мой основной класс в классике был маг. И когда-то, но только когда я начинал, я на ютубе наткнулся на видео, где маги в соло фармили Зулфара. И тогда я тоже решил попробовать, так как качаться в открытом мире было очень сложно из-за большого количества народа и малого опыта, который давался в открытом мире. Зулфарак предлагал довольно-таки быструю прокачку до 50 плюс уровня, а также возможность подзаработать немного золотых. И сейчас стартовала вторая фаза тестового сезона мастерства. И если кто-то не знал, то можно создать сразу персонажа 60 уровня. В связи с этим я решил лично пойти в Зулфарак и все проверить. Дорога до комнаты босса никак не изменилась. После того, как босс выявился, мы пытаемся открыть все могилы. И здесь нас ждет первое и самое главное разочарование. Потому что сейчас мобы, которые открываются с могил, не бегут сначала к боссу, а потом к вам, а бегут сразу прямо на вас. Я на тестовом маге смог открыть могилы только с 6 раз. Также следует учитывать, что я смог открыть все могилы только потому, что я был магом 60 уровня и на меня не агрились мобы. Так как на каждую сторону мне по сути приходилось открывать могилы 2 раза, то на мага 40 плюс уровня бы они точно сагрились. И это добавляет огромные проблемы для самостоятельного буста себя же в этом данже и делает его практически невозможным. Но в теории, если очень сильно запариться, то можно даже открыть все могилы магом 40 плюс уровня. Но это потребует недюжей концентрации и умения играть. После этого я запрыгнул наверх, чтобы начать пулить всех мобов. Данная фаза никак не изменилась, и она все так же актуальна. Вы просто кайтите мобов с одной стенки на другую и спокойно их заливаете близзардом. Все осталось по-прежнему и также легко заливается. Следующей печальной неожиданностью было лутание мобов. С них действительно полностью убрали хороший лут и падали только бесполезные фласки, которые вообще ничего не стоят. И в общей сложности лут со всех мобов составил меньше одной золотой, что по сути вообще ничего не дает. Но я не стал печалиться и вспомнил. Еще есть скоробеи недалеко от комнаты с зомби. Я также пошел на них и вспулил почти всех. После того, как я убил всех мобов, я также их залутал и заметил, что с них упала одна зеленка. То есть дроп с этих мобов по сути не зарезан, и можно попробовать их фармить. Однако я не знаю, насколько сильно это дает профицита. Также я не смог протестировать, сколько опыта дается с мобов, так как был 60 уровнем. Но скорее всего с опытом ничего не поменялось, так как вы фармите в соло, и это невозможно по сути зарезать. Подведя итоги, что мы можем сказать? Буст стал намного сложнее, и теперь его точно не каждый сможет сделать. Возможно, даже есть логика перейти к старой методике с конусом холода. Лут с мобов также полностью зарезан, если вы дополнительно не фармите скоробеев. Как метод голдфарма данж полностью убит. Однако как метод кача в соло может быть еще имеет шансы на жизнь. Но станет 100% очень сложным для большинства игроков. Кому было интересны свежие новости с сезона мастерства, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Дальше я постараюсь что-то еще обозреть с тестового сервера. Если кому-то что-то будет интересно конкретное, но вы не хотите заходить на тестовый сервер, можете написать в комментариях, и я постараюсь это проверить. Всем спасибо и до новых встреч!